Ребята, всем привет, всем здравствуйте, с вами Алла. Сегодня поговорим о том, какая женщина в вас влюблена. Расклад общий на две позиции, поэтому загадайте цифру 1 или 2. Кто у меня впервые на канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и переходим к выбору варианта. Итак, первый и второй вариант. У кого не срезонирует первый, смотрите сразу второй. Так, ну что, единички. У вас четверка жезлов. Значит, четверка жезлов говорит о том, что для кого подойдет первый вариант. Это может быть ваша жена, официальная или гражданская. Это может быть женщина, с которой вы очень длительный период. То есть четверка жезлов – это про длительные отношения. Поэтому если вы полгода в отношениях или там год в отношениях, то первый вариант не срезонирует. Поэтому первый вариант пойдет речь о долгих, длительных, серьезных семейных отношениях. Что между вами в первом варианте? Четверка мечей. У единичек здесь история о том, что отношения длительные. Но на сейчас какой-то период в вашей жизни, когда вы поставили отношения на паузу. Может быть, вы разъехались, может быть, кто-то из вас уехал в силу разных обстоятельств куда-то очень далеко. То есть сейчас нельзя назвать ваши отношения полноценными, потому что вы где-то очень далеко друг от дружки. Причем это достаточно длительный период, уже длится вот такое вот расставание между вами. Все вот эти вот расставания, они, конечно же, не могу сказать, что прям вы там расстались из-за этого, или там как-то это очень сильно плохо повлияло на ваши отношения, но, тем не менее, вот это вот расстояние, вот эта дистанция, она, конечно, вызывает у женщины раздражение. А на что ты раздражаешься? На то, что нет дороги ни к вам, ни вам к ней. Здесь какие-то у вас обстоятельства, например, это может быть сейчас реально война. То есть, мужчина, например, воюет, женщина ждет мужчину с войны. Или там мужчина уехал на работу за границу, или наоборот, женщина уехала за границу. Может быть, вы к родственникам разъехались, может быть, из-за войны вы просто разъехались там в разные страны. Не обязательно вы воюете. Здесь речь о том, что женщина злится и раздражается на то, что ничего быстро не заканчивается. То есть вот эта ситуация, она какая-то, как бы ее так назвать, ни конца и ни края нет этой ситуации. И здесь женщина уже, знаете, как в таком легком каком-то отчаянии от того, что непонятно, где же выход из этой ситуации, непонятно, когда это все закончится и что вообще с этим делать. А еще какие у тебя эмоции? Аркан Маг. Так, значит, смотрите, тут еще есть такой нюанс. Значит, расклад общий, поэтому, ребят, тут знаете, на что смотрите? Если вы уже, например, там несколько лет не вместе, или там, уже прилично, так там полгода, год, не меньше, чем полгода, здесь у женщины, знаете, какой страх? Здесь пока нет у нее никого, но здесь есть страх, что чем дольше вы не вместе, тем она понимает, что очень большая вероятность того, что, может кто-то появиться на стороне. А почему ты так мыслишь? С чем это связано? Ты разлюбила своего мужчину. И тебе очень долго его ждать. Да, вот это. Так, хорошо. А почему ты так мыслишь? Знаете, здесь женщина пока что у нее нет никаких намерений конкретных. Здесь она просто допускает такую мысль, что, грубо говоря, если мужчины нету там уже много лет, и непонятно, как эта ситуация вообще закончится, то есть тут, знаете, как день сурка. Каждый день одно и то же, здесь какие-то могут быть попытки с вашей стороны, попытки с ее стороны, вот как-то на эту ситуацию влиять, но все-таки расклад говорит, что это все безрезультативно. То есть, как бы вы там ни влияли на эту ситуацию, вы не можете на нее повлиять.
И от того, что она понимает, что, ну, как бы эта ситуация не поддается никакой личной ответственности, у нее опускаются руки. То есть она понимает, что, ну, если это будет все длиться годами, ну, вот, например, может быть, вы, не знаю, там, или она, вы разъехались в разные страны, там, в силу каких-то разных причин. И в силу этих же причин у вас нет возможности съехаться вместе, жить вместе. И вы уже можете там действительно год, два, полгода, вы не можете полноценно общаться. С одной стороны, женщина здесь, ну, как бы она здесь вас любит, но какие-то вот тревожные мысли все-таки про то, что а вдруг это все распадется, а вдруг эти отношения испортятся, а вдруг вы потеряете друг друга. Знаете, здесь женщина вот как-то она такая пессимистично почему-то настроена. Да, вот что-то она как-то не верит во все это. Почему ты такая пессимистка? Здесь женщина вас боится потерять, кстати. Странно. Ну, смотрите, ребят, если вы на войне, то тогда, в принципе, понятно. Тут действительно как бы есть чего бояться, да. Но если вы не воюете, а вы, например, уехали за границу, и вы там работаете, то тогда будет другая интерпретация. Тогда она боится, что вы можете найти себе другую женщину. И она боится вас потерять, ну типа, что если ты будешь один очень долго, то она подозревает, что как бы, ну, ты можешь кого-то себе найти. А я, естественно, потом, если узнаю, что ты кого-то себе нашел, то, естественно, я себе тоже кого-то найду. И здесь женщина боится, что ваши отношения могут развалиться, могут рассыпаться. Здесь у нее очень много страхов. Здесь женщина боится вас на самом деле потерять. И у страха глаза велики, как пословица, да. Поэтому здесь она вот боится того, что если это произойдет, и вы знаете, как бы, ну, здесь вот любая интерпретация, хоть вы там пойдете налево, хоть вы там погибнете, например, на войне, или хоть там, ну, любой вариант, который можно рассмотреть, здесь про то, что женщина по факту боится вас потерять. И по этой причине она пытается себя как-то успокоить. Ну, типа, если он там выберет себе другую, ну, придется мне искать другого. Вот в таком формате. Хорошо, основные эмоции какие у тебя? Десятка чаш, король пентаклей, девятка чаш. Ну, ребят, здесь хорошее чувство на самом деле. Здесь действительно женщина вас любит. Здесь действительно женщина хочет быть в семье с вами. Не хочет она вам тут изменять, не хочет она тут никого искать. Это, знаете, как больше у нее какие-то теневые страхи, которые иногда у нее появляются. И вот она себя иногда пугает такими мыслями. Но по факту, вот если так спросить карты, что же она к вам чувствует, то здесь женщина, конечно же, она вас любит. Здесь женщина, которая вас ждет домой, которая хочет быть, чтобы вы были ее мужем, она была вашей женой. И здесь вот именно вот это ожидание. И здесь даже не то чтобы скучание, здесь, знаете, здесь прям женщина уже в какой-то агонии по поводу того, что вы не можете никак встретиться. Так что единички. В принципе, очень даже хороший вариант. Так, окей, первый вариант есть. Кто себя узнал, подпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь, новички, на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Пишите мне в Viber, WhatsApp или Telegram. Не звоните, только пишите. А мы переходим к двоечкам. У кого не срезонировал первый вариант, переходите ко второму. Так, двойки. И тут аркан Отшельник. Так, ну тут тоже вы почему-то сейчас каждый по разную стороны находятся. Что тут у вас тут тоже не то. Давайте уточнять. Так, а что же не то? Что тут происходит? Что между вами сейчас у двоечек? Какая тут барышня, королева мечей. Ну, тут женщина в закрытом каком-то положении сейчас по отношению к вам. Знаете, здесь о том, что женщина здесь очень резко почему-то поменялась. Здесь женщина на самом деле может быть к вам и нежной, и открытой, и женственной, и заботливой. Но почему-то последний год здесь женщина превратилась в какую-то льдышку.
И вот если ваш второй вариант, то вы здесь сами задавались вопросом, а что произошло с моей женщиной или с моей женой? Почему она раньше была внимательная, ласковая, заботливая, женственная, а сейчас превратилась в какую-то колючку, которая вот как бы закрылась, мной не интересуется, которая ну, как бы никак не показывает, что я ей нужен. И здесь, в принципе, для большинства подойдет то, что она сама ушла из ваших отношений. Но при этом она как-то вышла, знаете, про то, что я не могу тебе пока дать никакой ответ. Здесь женщина не сказала конкретно, что все, мы с тобой прощаемся. Если это, например, ваша жена официальная, то она до сих пор не сняла кольцо, хоть вы там и не живете вместе, например, или вы там разъехали в соседнее парадное. Она там не поубирала статусы в своих социальных сетях, то есть вы там везде у нее числитесь как муж. Ну, то есть как бы вот визуально, если смотреть, вроде бы как все-таки осталось как было. То есть она не показывает, что это конец, и вот все, больше типа она с вами точно не хочет быть. Но при этом она вам и не показывает, что у вас хорошие, нормальные отношения. То есть женщина здесь действительно могла уехать. Как вариант, она здесь могла найти себе работу в другом городе, например, или даже в другой стране, и уехать туда. Или же подойдет еще вариант, если, например, женщина уехала из-за войны в другую страну, ну, либо в другой город. И здесь вот вроде бы как она с вами, но вы чувствуете здесь холод, вы чувствуете дистанцию, вы чувствуете незаинтересованность в вас и в ваших отношениях. То есть тут женщина, что-то капитально произошло. А что с тобой произошло? Слушайте, ну здесь знаете что? Здесь у большинства отыграется кризис среднего возраста. Или же если ваша девушка там младше 25, например, да, то здесь прям вот какой-то кризис личности. Здесь даже не с вами это связано. Знаете, это вот такой период, когда человек начинает задаваться вопросом, а что я хочу, а хотелок нет, ничего не хочется, вот какое-то потерянное ощущение, у человека могут быть какие-то депрессии, там, панические атаки, например. И вот со стороны кажется, блин, что ты ерундой страдаешь, да? А самой этой женщине или девушке, ну тут реально вот как-то так тяжело сейчас внутри. То есть человек здесь потерял ориентиры. Может быть, у нее кто-то умер среди близких, может быть, у нее там, не знаю, родственник погиб, или ее там с работы уволили. Может быть, она потеряла что-то то, что очень ценное для нее было, кого-то или что-то. И вот на основании того, что вот она что-то потеряла или кого-то, вот у нее началась какая-то депрессивная такая история, после чего она и от вас начала отдаляться. То есть, по сути, получается, что это не с вами связано. Это какой-то ее жизненный кризис, который она очень тяжело и долго переносит. И можно сказать так, что вот когда она рядом с вами, то она как бы не может, ну не знаю, горевать, не горевать, переживать. Ну вот что-то вот в таком формате. Здесь реально человек может горевать даже. И вот в таком состоянии вот ей хочется быть одной. Вот почему сигнификатор аркан отшельник. То есть это состояние, когда человеку хочется быть одному. То есть тут нельзя сказать, знаете, что вот все, она вас разлюбила, она больше не хочет быть с вами. То есть аркан повешенный. Это про то, что эти отношения она для себя поставила на паузу, потому что, ну, как бы вот у нее нет ресурсов, у нее нет энергии на то, чтобы вот с вами быть в отношениях. Поэтому у нее такой, знаете, как это назвать? Энергосохраняющий режим. Это когда батарейка садится на телефоне, то есть вы понимаете, что телефон надо выключить, потому что если у тебя нет рядом зарядки, то вот если ты дальше будешь активно продолжать пользоваться телефоном, то он просто разрядится, и все. И потом уже придет в негодность, если нет рядом зарядки. Поэтому вот у этой женщины здесь, знаете, про что? Про то, что она на самом деле скучает за вами, она как бы хочет вернуть эти отношения, но у нее сейчас действительно вот какая-то прям, знаете, кризис личности, и у нее сейчас вот реально нет энергии на то, чтобы быть в отношениях. Поэтому здесь про то, что она хочет к вам вернуться, но она хочет прийти в какое-то ресурсное состояние. Здесь женщина, которая, вот, знаете, она могла там лежать на диване, смотреть в потолок,
не есть полдня, там, перестать ходить на работу, например. Ну, здесь реально депрессия могла быть у человека, и по этой причине, ну, как бы она считает, что, ну, смысл ей находиться с вами, если она в таком ужасном состоянии. В таком ужасном состоянии, ну, как правило, людям хочется быть одним. Вот когда такая депрессивная какая-то картина, то люди, как правило, выбирают одиночество, и как бы вот они могут вообще там не мыться, не есть, там, не расчесываться, там, лежать на диване. Я не знаю, что тут у нее произошло. Расклад общий, поэтому тут у каждой из ваших женщин будет какая-то своя индивидуальная история. Но тут явно что-то произошло, после чего вот так ее перекосило эмоционально и энергетически. Потом женщина тут сейчас вообще без ресурса, она тут вся в каких-то вот гореваниях. Отпишитесь, кстати, в комментариях, вот если вы узнали себя в этом раскладе, вот зачем она тут горюет, что тут такого произошло, почему она так ушла вот в эти страдашки, и знаете, как это, ушла, вернусь не скоро, вот здесь вот об этом идет речь. Потом двоечки, нет, здесь не конец в отношениях, но здесь как бы, знаете как, тут нужно время, здесь она как бы поставила троеточие, и как бы вроде и скучаю, и не хочу расставаться, и как бы другого мужчину не хочу, но и с тобой пока быть тоже не могу. Вот здесь про об этом второй вариант. Так что, двоечки, вот такой был ваш вариант. Кто себя узнал, отпишитесь в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Для заказа личных гаданий мои контакты на экране. Не звоните, только пишите в WhatsApp, Viber или Telegram. На этом со всеми прощаюсь, до следующих раскладов. Пока!